Всем привет! Власти поддержали идею о заморозке транспортного налога. В России покупателей отечественных автомобилей освободят от уплаты транспортного налога на 3 года. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал идею освободить покупателей отечественных автомобилей от уплаты транспортного налога на 3 года. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Как объяснил сам Милонов, с уходом из страны иностранных производителей у российской автомобильной промышленности появился шанс восстановить объемы производства, совершить качественный рывок на российском рынке и открылась возможность расширить экспорт. Также депутат предложил заново ввести программу утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых отечественных машин. Схема зачисления транспортного налога не менялась с 2003 года. Сумму вычисляют по специальной формуле, в которой за основу берется количество лошадиных сил автомобиля и умножается на привязанную к мощности налоговую ставку. При этом каждый из регионов устанавливает ее самостоятельно. К примеру, в Москве для машин с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил ставка составляет 12 рублей, от 100 до 125 лошадиных сил 25 рублей, от 120 до 150 лошадиных сил 35 рублей и так далее, вплоть до 150 рублей за мотор мощностью более 250 лошадиных сил. Таким образом, за год владения легковушкой любого возраста мощностью 150 лошадиных сил и стоимостью ниже 3 миллиона рублей придется заплатить 5250 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в первой половине 2022 года было продано на 57% меньше новых машин, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается июня, то в прошлом месяце продажи машин рухнули сразу на 82%, а в этом месяце ситуация еще хуже. Ну и обещанная мною шутка юмора. Учительница рисования спрашивает Вовочку: «А что ты будешь рисовать?» Вовочка отвечает, показывая на белый листок: «Ну, здесь закрашу черным, здесь закрашу синим, а здесь зеленым ебану». Учительница падает в обморок. Вызывают всех к директору по поводу ситуации на уроке. Директор: «Что произошло?» Вовочка: «Меня спросили, что я буду рисовать. Я ответил: ну, здесь закрашу черным, здесь закрашу синим, а здесь зеленым ебану». Учительница опять падает в обморок. Директор: «Ну ты не видишь, ей от зеленого хуево, ебани красным». А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Станет ли теперь нам легче жить? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните: упавший духом гибнет раньше срока.